Компания BMW полностью рассекретила новое поколение своего компакт-вэна на переднеприводной платформе второй серии. В новой генерации однообъемнику придали более спортивный и современный вид в духе новых BMW. Полностью переоформили салон, а в моторную гамму вошли 3 бензиновых и 1 дизельный агрегат. Позже в гамме появятся 2 подключаемые силовые установки. Самая мощная из них будет выдавать 326 лошадиных сил. Компакт-вэн первого поколения вышел на рынок в 2014 году и стал первой моделью BMW на платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата и базовым передним приводом. По сравнению с предшественником новинка немного прибавила в габаритах. Длина машины составляет 4386 мм, плюс 32 мм. Ширина 1824 мм, плюс 24 мм, а размер колесной базы остался без изменений – 2670 мм. Дорожный просвет увеличился с 165 до 171 мм за счет новых шин с увеличенным профилем. Платформа UKL2 хоть и считается вторым поколением, но архитектурно не изменилась, хотя кузов стал жестче. За счет большего количества деталей стали горячей штамповки и алюминия. Спереди стойки Макферсон, сзади трехрычажная независимая подвеска с разрезными пружинами и амортизаторами. За доплату предложена М-подвеска с амплитудозависимыми амортизаторами и уменьшенным на 15 мм дорожным просветом. Снаружи Active Tourer второй серии обзавелся фирменными ноздрями увеличенного размера, спрятанными под бампер выхлопными патрубками, более тонкими задними стойками и зауженными фарами и фонарями. Наклон лобового стекла стал больше. Подоконная линия имеет более сильный подъем от носа к корме, а глухие передние и боковые окошки переехали с передних стоек на двери. По умолчанию головная оптика светодиодная, а за доплату доступна адаптивная матричная. Сбоку стоят новые плоские дверные ручки и иные зеркала заднего вида. Размер на слегкосплавных колесных дисков варьируется от 16 до 19 дюймов. Вариантов окраски кузова 11. Опционально можно заказать отделку Luxury Line и пакет M-Sport с агрессивными бамперами. Кузов теперь будет только один, короткий пятидверный. Прежде была доступна удлиненная 7-местная модификация с приставкой Gran. Архитектура передней панели выполнена в стиле флагманского электрического кроссовера BMW iX. В салоне появилась передовая система iDrive 8 с сенсорным кластером, объединяющим приборную панель на 10,25 дюймов и экран мультимедийной системы на 10,7 дюйма. Между передними сиденьями стоит парящий центральный тоннель, на котором расположен миниатюрный селектор трансмиссии, кнопки аварийки и стояночный тормоз. Под ним обустроили дополнительный отсек для мелочей. Отдельного блока микроклимата нет, настройки убраны в меню операционной системы. Всю центральную консоль занимает вещевая ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, причем заряжаются они в вертикальном положении, так чтобы водителю было видно картинку. Кожаный руль положен всем версиям. За доплату сиденье можно обить натуральной кожей или же заменить на спортивные с функцией массажа. Задние сиденья сдвигаются вперед на 13 см и складываются в соотношении 40-20/40, за счет чего объем багажного отделения можно увеличить с 470 до 1455 литров. В список стандартного оснащения входит электропривод пятой двери, двухзонный климат-контроль, центральная подушка безопасности, облачная навигация и широкий набор ассистентов, который включает круиз-контроль с функцией распознания пешеходов и систему предупреждения выезда с полосы движения, а также парковочный помощник с камерой заднего вида. В дорогих версиях имеется адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, камера кругового обзора, панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon и проекционный дисплей. Базовая BMW второй серии Active Tourer 218i предложена с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 136 лошадиных сил и 230 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни он разгоняется за 9 секунд. В версии 220i с 170-сильным двигателем 280 ньютон-метров время разгона сокращено до 8,1 секунды.
А Active Tourer 223i с 2-литровой четверкой мощностью 218 сил 360 Нм разгоняется до сотни ровно за 7 секунд. Все бензиновые двигатели внутреннего сгорания оснащены системой двойного впрыска топлива. При этом у версии 220i и 223i штатно есть 48-вольтовый стартер-генератор, который встроен в коробку передач. Он выдает 19 лошадиных сил и работает в рамках системы старт-стоп, а также помогает в первые секунды разгона. Что касается дизельного варианта 218D, то он укомплектован 150-сильным 360 Нм четырехцилиндровым 2-литровым агрегатом. Время разгона с 0 до сотни составляет 8,8 секунды. Полный привод будет только у подзаряжаемых гибридов. Такие были в гамме и прежде. Но теперь им досталась электрическая система и драйв 5-го поколения, как у новых электромобилей BMW. Они появятся летом 2022 года. Это два заряжаемых от розетки гибрида BMW 230i xDrive и 225i xDrive Active Tourer. Как и в прошлом гибриде, трехцилиндровый ДВС тут приводит в движение передние колеса, а на задней оси установлен отдельный электродвигатель. Но теперь здесь установлено 5-е поколение привода и драйв с интегрированным в единый модуль электромотором, силовой установкой и редуктором. Максимальная отдача версии 230i составляет 326 сил. При этом двигатель внутреннего сгорания развивает 150 лошадиных сил, а задний электропривод на 130 кВт выдает 177 сил. Модификация 225i выдает 245 лошадиных сил, 136 от двигателя внутреннего сгорания и 80 кВт 109 лошадиных сил от электромотора. Тяговая батарея полезной емкостью на 14,9 кВт-часа установлена под полом салона. Дальность хода в электрическом режиме до 80 км по циклу WLTP. Мощность зарядного устройства 7,4 кВт, а время полной зарядки 2,5 часа. Но обычная бытовая розетка справляется лишь за 8 часов. Старт продаж в Европе намечен на февраль. Цены стартуют с 35 750 евро, а гибридные версии будут стоить от 44 тысяч евро. В России пятиместные Active Tourer продавались с 2017 года, но из-за маленького спроса модель убрали из линейки в 2020. За эти годы было реализовано всего 530 автомобилей. Как вам дизайн нового Active Tourer? И как вы считаете, из-за чего компакт-вены пользуются малой популярностью? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.